Доброго времени суток! Доброго времени суток из Осло, Норвегия. Прилетели мы сегодня сюда утром. Самое начало рождественской ярмарки. Сегодня 30 ноября. Ярмарка открыта уже. Новогоднее настроение везде. Здание украшено красиво. Постараемся за эти 2 дня, которые мы проведем в Осло, показать вам город, показать, что здесь едят, какая здесь архитектура и в целом какие здесь люди. Итак, рождественская ярмарка расположена на главной торговой улице Осло, Карл Джонс Гейт. Ярмарка достаточно большая. Смотрите, здесь же есть колесо обозрения. На ярмарке продается как и вкусная еда, так и рукодельные изделия. Все как в лучших традициях европейской рождественской ярмарки. Одним из самых узнаваемых зданий в Осло являются вот эти 2 рядом стоящие здания. С левой стороны белого цвета интересной архитектурной формы находится оперное здание Осло. Вы видите, как люди поднимаются наверх по зданию, чтобы наблюдать за красивым видом на побережье Осло. Справа от оперного здания находится музей Мунк, в котором самые главные произведения автора хранятся, самое известное из которых является картина «Крик». Позже мы обязательно посетим этот музей сегодня и покажем вам эту картину. Несколько интересных факторов про норвежскую оперу, про оперу Осло. Здание белое, которое вы видите, построено в форме айсберга. Если присмотреться издалека, цель была такая, чтобы он напоминал айсберг. Внешний материал для создания оперы был использован натуральный мрамор. Интересный факт такой, что весь этот мрамор был привезен из Италии. И здание обошлось в копеечку экономики Норвегии. Говорят, что на момент строительства он занимал 7% бюджета города. Внутри Осло много очень дерева. Дерево — это норвежский дуб. В целом создание этой оперы олицетворяет экологический проект, потому что на его создание были использованы исключительно натуральные материалы. Дерево внутри, мрамор снаружи. И сегодня это одно из самых узнаваемых зданий Осло. Сейчас мы поднимаемся на крышу оперного здания, чтобы понаблюдать за видом оттуда. Очень интересное архитектурное сооружение. Ни одной ступеньки наверх. Поднимаетесь только по наклонной. И вот мы уже поднимаемся на самую высокую точку.
откуда должен открыться сейчас очень красивый вид. Здесь очень ветрено. Пройдемте в другую часть. Так, находимся мы сейчас на площади, которая представляет из себя идеальный квадрат с 4 прямыми углами. Знаменательно данное место тем, что здесь в 17 веке король Дании и Норвегии Кристиан IV после сильнейшего пожара, который охватил Осло и который сжег практически весь город, король Кристиан IV прибыл на место происшествия и со своей конной армией он проехался по городу и нашел место, которое он указал, которое должно было стать новым центром Осло. В память об этом здесь установили вот такой монумент с пальцем указанным вниз. Это символизирует жест, знак, который сделал Кристиан IV, показав, что здесь будет новый центр Осло. В прошлые века Осло заселяли в основном викинги, и строили дома они в большинстве своем из дерева, а учитывая холодный климат, люди разводили множество костров, чтобы согреваться, и пожары охватывали город очень часто. Крупнейший из них произошел в 17 веке, который спалил практически весь город, и про это событие я вам только что рассказал. Сейчас мы стоим перед зданием Национального театра Осло. Вот такое красивое здание. Оно было построено в 19 веке. Находится оно в самом центре Осло, рядом с рождественской ярмаркой, которую мы уже посетили. Слева и справа стоят статуи известных норвежских писателей. Я, к сожалению, не выговорю их имена, но норвежцы очень гордятся ими. Мы можем посмотреть табличку, как минимум одной. Вот, Штефан Синтинг. А сейчас мы стоим перед главным университетом Осло. Смотрите, какое здание, какой корпус. Рядом стоит статуя известнейшего художника Осло и в целом, можно сказать, всей Европы. Одного из известнейших художников всей Европы, Мунк, в чей музей мы пойдем попозже. Статуя здесь стоит неспроста перед университетом, потому что все комнаты, все залы университета покрашены
разрисованы никем иным, как Мунком. Внутрь мы, к сожалению, не попадем. Университет закрыт, сегодня воскресенье. Но и внешне здание выглядит впечатляюще. Вот мы пришли в музей Мунка. Билет один стоит примерно 14 евро. Сканируем его и посмотрим на произведение искусства. Так, мы в поисках картины «Скрим», самого известного произведения Мунка. А вот и она. В комнате темно. Можно было понять по толпе. Мунк нарисовал 3 варианта картины «Скрим». Вы можете все их видеть сейчас вместе. Одна была создана в 1893 году, вторая в 1895, через 2 года. И самая известная версия, вот она самая цветная по центру, была создана в 1910 году. В комнате, в которой мы находимся, вы видите 3 как бы галерейных места, где картины каждые 30 минут открываются и демонстрируются публике. Сейчас вот открыта здесь вот эта белая версия, черно-белая. Остальные 2 будут открыты. Одна через 30 минут, вторая через час. И так на протяжении всего дня. Музей Мунка состоит из 12 этажей. На 12 этаже панорамный вид на Осло. Сейчас темно, поэтому не так хорошо видно. Наверное, в светлое время суток здесь намного все эффектнее. Но и ночью есть на что посмотреть. Также здесь есть ресторан, бар, кафе. Вот такой он виден отсюда, где можно отдохнуть, перекусить и поесть что-нибудь, чего-нибудь. 12 этажей. На каждом этаже можно найти произведение искусства автора, как картины, так и скульптуры. Все известнейшие картины и произведения автора находятся в этом музее. Так, перед возвращением домой мы решили также посетить Королевский дворец в Осло. Здание, которое вы видите на своих экранах, является официальной резиденцией норвежских монархов. Дворец построен в первой половине 19 века для короля Карла IV Юхана, правившего в Норвегии и Швеции. Архитектурный стиль здания — это неоклассицизм. Здесь перед дворцом стоит статуя короля. Дата открытия данного здания является 26 июля 1849 года. Стоя перед дворцом королевским, мы заканчиваем наш обзор Осло. Короткий обзор, который у нас занял 1,5 дня.
Естественно, за 1,5 дня мы не успели показать всех достопримечательностей этого замечательного города. Если кто-то из вас побывал уже в Осло, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели добавить для тех, кто планирует сюда полететь. А до этого времени не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. Спасибо, что были с нами.